Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас на обзоре продукция торговой марки Only French. Это торговая марка гель-лаков. Раньше у них в палитре были только цвета, которые подходят для френчей, то есть белые, какие-то светлые, какие-то нюдовые. Но компания развивается, и они расширили свою палитру. Сейчас в их линейке большое многообразие цветов, начиная от сиреневых, голубых, в общем, все цвета радуги присутствуют в этой компании. Сегодня у нас на обзоре по одному цвету из каждой линейки. Причем самое интересное, что они решили поделить свою линейку именно по цветам радуги. То есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Все мы помним, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Я заказала себе по одному оттенку из каждой линеечки, и сейчас мы на них посмотрим поближе. Пока я выкрашиваю, пока вы смотрите выкраску, что же я хотела бы здесь отметить? Консистенция мне очень понравилась. Укрывистость, в принципе, на руках в 2 слоя будут перекрывать идеально. Фиолетовый цвет ляжет вполне отлично и в 1 слой. Запаха у этих гель-лаков неприятного нет. Консистенция, в принципе, у всех одинаковая, очень легко самовыравнивается, замечательно наносится. Единственное, что кисточка мне показалась немножечко жестковатой. Но это несущественно и, в принципе, в работе совершенно не мешает. На ручках я пока эти гель-лаки не использовала, как-то не было момента, потому что все цвета такие очень весенней светлой линейки я для себя выбрала. Но на типсиках мы сегодня с вами продолжим куролесить. Ну а почему именно продолжим? Потому что в первом обзоре Only French я начала серию дизайнов под эгидой «Миллион френчей». Там мы с вами разобрали более 10 разновидностей разных френчей в очень простых интерпретациях. А сегодня мне захотелось продолжить «Миллион френчей», но уже посложнее. Опять же, отмечаю, девочки, все эти дизайны вы можете использовать как на френч-дизайнах, так и на полном покрытии. Ну а поскольку дизайны я для вас подготовила сложные, интересные, и их в этом ролике будет много, поэтому ролик довольно-таки затянутый. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам нравятся более короткие ролики или вот такие вот продолжительные и насыщенные информацией. Итак, как я вам уже в прошлом ролике говорила, кстати, ссылочку на него я обязательно оставлю в описании, френчики я рисую косой кисточкой, потому что, по моему мнению, эта кисть лучше всего распределяет гелевые материалы таким образом, чтобы не было разводов на нашем френчике. В этом варианте мы с вами будем использовать фольгу. Обратите внимание, для того, чтобы фольга отпечаталась только в зоне улыбочки, нам необходимо, чтобы липкий слой находился только там. В данном случае, перед тем, как рисовать улыбку, я сняла липкость со своего камуфлирующего оттенка. В данном случае мы отпечатали на бордовый гель-лак фольгу красного и фисташкового оттенка. Почему фисташковый? Потому что зеленая и красная гамма – это 2 контрастных цвета, которые замечательно между собой пересекаются. Ну и как вы, наверное, понимаете, оставить можно было уже на этапе фольги. Это уже довольно-таки самостоятельный дизайн. Но поскольку всегда мне чего-то маловато, я добавляю прорисовку. В данном случае прорисовываем тонкими линиями, засыпаем акриловой пудрой с блесточками, и на этом наш дизайн будет готов.
Второй вариантик немножечко посложнее. Здесь я выкинула из ролика первый слой френча, потому что ролик и так сильно затянутый. Итак, я нарисовала первый слой, продублировала его вторым слоем после просушечки и на мокром втором слое делаю разводы из оранжевого и желтого цвета. Поскольку в данном случае все материалы у меня мокрые, гель-лаки растекаются в друг друга, где-то перемешиваются, где-то дополнительно я их смешиваю кистью, получаются вот такие вот прожилки камня. Если у вашей клиентки очень короткие ноготочки, сделайте ей такую фактуру на полном покрытии, смотрится просто безумно замечательно. После того, как я просушила разводы, я на капельку мокрого финиша креплю немножечко полупрозрачных блесточек. Они подчеркивают глубину моей фактуры и добавляют ей какого-то волшебства. После того, как я просушила блесточки свои в лампе, я перекрываю ноготки финишем и перехожу непосредственно к созданию прорисовочки. В данном случае прорисовка будет очень интересная. При помощи крупной кисточки и маленького количества гелевой красочки я создаю вот такие вот разводы. Смотрите, логика какая. У меня очень глубоко внизу разводы цвета, потом у меня слой блесток, который углубил этот слой цвета, еще слой финиша, который добавил дополнительной глубины, и вот этот вот верхний слой растушеванной краски подчеркивает эти глубокие слои. Камера, к сожалению, не передает глубину дизайна, но вживую вот этот вот френчик смотрится просто потрясающе. Это именно тот френчик, который я себе сделаю. После того, как я просушила растушеванную красочку, тоненькими линиями добавляю дополнительные прожилочки. Получается такой себе срез камушка, не камушка, в общем, что-то очень интересное, мне безумно понравилось. Девочки, обязательно сделайте, попробуйте и посмотрите, как это вживую выглядит. Вживую просто великолепно. Следующий френчик мы с вами сделаем в монохромной абстракции. Для этого я смешала на палитре вот этот вот бордовый цвет гель-лака с белой гелевой краской, так, чтобы у меня получилось несколько оттенков. И теперь при помощи этих оттенков заполняю всю поверхность своего френчика. Обратите внимание, слежу только за тем, чтобы все цвета у меня располагались в одном и том же порядке. В принципе, в данном варианте совершенно ничего сложного. Мы просто разукрашиваем поверхность своего френча. Причем, самое интересное, с такими вариациями дизайна вы уже сталкивались и не единожды. И вот возьмите себе на вооружение эту технику, потому что всегда в любом исполнении, как бы вы ни расположили эти цвета, какие бы формы вы этим цветам не придали, все равно получится очень интересно благодаря именно вот этой вот монохромной игре оттенков.
Но поскольку, опять же, оставлять чистый монохром мне стало скучно, хотя это было возможно и смотрелось уже интересно, я решила добавить прорисовочки. В данном случае прорисовка имитирую какое-то кружево, не кружево, что-то такое очень нежненькое. Но еще раз напоминаю, для тех зрителей, которые, возможно, первый раз на моем канале, девочки, всегда понимайте, что вы можете остановиться в любой момент, когда вам нравится. То есть, если для вас прорисовка лишняя, ну не делайте ее. Мне же показалось, что это здесь в данном случае будет более чем уместно. Ну и если вы в первый раз на моем канале, не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих роликах, потому что впереди вас ждет очень много интересных видео. Следующий вариант нашего френчика позволит нам поиграться со светотенями. Это тоже очень интересная и обширная тема в дизайне ногтей. Итак, что же такое светотени? Именно благодаря светотеням мы можем придать объемность нашему рисунку. Любой плоский рисунок, если мы добавим свет и тень, сразу же приобретет объем и интерес. Создаем френчик, опять же, в 2 слоя с промежуточной просушкой. И после того, как мы все хорошенечко высушили, на этом френче начинаем рисовать звездочки. Потому что мотив со звездами будет более чем уместен в зимний холодный период. Цветов у нас нет, листиков нет, что же нам рисовать на ноготочках? Звезды. Это будет замечательным элементом. Располагаем наши звезды на френче таким образом, чтобы где-то была целая звезда, где-то кусочки, где-то запчасти, то есть создавалось ощущение, как будто наш дизайн в пределах френча не заканчивается, что у него есть где-то продолжение на соседних пальчиках или где-то что-то недосказано, недорисовано, но тем не менее дизайн с продолжением всегда смотрится интереснее. А теперь начинаем расставлять светотени. Смотрите, я хочу, чтобы в данном случае звезды мои смотрелись выпуклыми, поэтому я делаю их более светлыми, расставляю свет. Но не по всей звезде, а где-то конкретно приподнимаю лучики. Ну и поскольку звездочки мои выпуклые, они отбрасывают тень на окружающую поверхность. То есть от выпуклой звезды идет тень на фон. Поэтому на фоне я создаю тени при помощи того же цвета, которым я рисовала френчик, подмешав к нему немножечко черной гель-краски.
Чистым черным цветом в данном случае лучше этого не делать, потому что получится слишком грязно. Очень будет тяжело перемешать чистый черный оттенок с цветом фона. Поэтому я предлагаю играться именно через вот такой промежуточный цвет, а самые глубокие места уже затемнить дополнительно, если будет такая необходимость. В данном случае нам осталось добавить прорисовку. Обрисовываем наши звездочки. Но вот тут вот единственное, что я по линии улыбочки решила расставить точечки. Но поскольку мне не совсем было удобно под камерой это все делать, причем камера висела очень низко, чтобы вам было близко все видно, точечки по линии улыбочки я немножечко накосячила. То есть они у меня куда-то уехали. Но в принципе ничего страшного, как вариант в образцах на типсах это более чем приемлемо. На клиентке же я уделю этому немножечко больше внимания. Ну и последний на сегодня, но тем не менее не последний в миллионах френчей, потому что я думаю, мы продолжим серию таких дизайнов, это очень интересно. Итак, последним на сегодня у нас будет всеми любимый френч с вензелями. Вы еще не знаете, что он ваш любимый, но тем не менее, когда мы его нарисуем, вы мне поверите, что он действительно будет ваш любимый. Потому что это самый быстрый из этих вариантов френчей, и тем не менее смотрится потрясающе красиво. В данном случае мы опять же работаем в монохроме, причем у нас фиолетовый оттенок уже выбивается из этой гаммы, он немножечко другой. А вот этот вот бордовый и все цвета, которыми я в дальнейшем буду прорисовывать, это именно те оттенки, которые я смешивала для монохрома. Самым темным цветом в первую очередь набрасываем для себя подмалевки наших будущих вензелей. То есть сразу определяемся, где они у нас и каким образом будут располагаться. И потом просто заполняем вензельными элементами. При этом я не знаю, насколько передает камера, но я подхватываю на кисточку все время разные оттенки. То есть то светлее, то чуть-чуть темнее, но поскольку цвета очень близкие, и разницу видно только тогда, когда их положить прям вплотную друг к другу, здесь может быть немножечко не видно на камере, но в жизни передается опять же вот это ощущение объемности из-за использования светотеневых каких-то моментов. После того, как мы перекрыли наш дизайн финишем, я опять же решила на этом не останавливаться и добавить еще каких-то белых акцентов, белых бликов.
Ну скажите, что я была права и вышло просто до безумия красиво. Этот вариант второй мой любимый. То есть я сначала себе сделаю вот предыдущий вариант, который я вам говорила, потом я себе сделаю вот этот вот вариант, потом я себе еще чего-нибудь придумаю. Но если я, конечно, не придумаю чего-нибудь вместо этих двух вариантов, такое, в принципе, тоже возможно. Ну и что же я хочу сказать по итогу. Работать с этими материалами мне безумно понравилось. Они меня вдохновляют и вдохновляет именно их название Only French, потому что мне всегда хочется что-то интересное сделать на френче, поскольку это какое-то для меня ограничение, да, в плане дизайна именно френчик, то заставляет мой мозг работать и заставляет придумывать что-то безумно интересное. Вот такие вот варианты я обожаю больше всего, когда у меня какие-то стесненные условия, и мне в этих условиях нужно придумать что-то интересное. Ну а вы смотрите плоды моих трудов и надеюсь, вам они нравятся. Надеюсь, вы оцените это видео лайком, надеюсь, вы поделитесь им в соцсетях, потому что это действительно должно вас вдохновить. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока!